Друзья, такая капуста вкуснее, чем мясо и лучше, чем пицца. Обязательно попробуйте, рецепт просто сногсшибательный. Вам точно понравится, я уверена. И для этого шикарного блюда мне понадобится пол-кочана капусты. Капусту нужно тоненько нашинковать, вам понадобится для этого обычный острый нож. Общий вес капусты около 1 килограмма, можно взять чуть меньше. После того, как капусту мы нарежем, перекладываем ее в миску, заливаем кипятком и оставляем минут на 15, чтобы капуста стала мягкой, она очень быстро в таком случае приготовится. Дорогие мои, если вдруг вы уже пробовали примерить ваше любимое платье и оно недвусмысленно дало вам понять, что пора на диету, то вам срочно рекомендую приготовить этот потрясающий рецепт. С таким блюдом из капусты вам и диета покажется праздником. Зато, девочки, какие великолепные, стройные, фигуристые фигурки у нас будут ждать к Новому году. Наши мужчины просто залюбуются. И тогда уж точно кто-то может рассчитывать на шубу, кто-то на колечко, а кто-то на отпуск. Да и кусочек любимого наполеончика или медовика на Новый год можно будет скушать с чистой совестью. А тем временем я разбиваю в миску 3 куриных яичка, добавляю хорошую такую щепотку соли и просто все хорошенько перемешаю, взболтаю при помощи венчика. Также мне понадобится 1 картошка. Картошку я уже заранее почистила. Беру картофелину и натираю ее на мелкой терке. Сегодня дочка купила какой-то заморский фрукт. Я даже не знаю, как он называется, но выглядит просто потрясающе. Друзья, если вы знаете вдруг название этого фрукта, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, мне очень интересно. Так, натерли картошечку и отправляем картошку в миску с яйцом. Соль мы уже добавляли, поэтому осталось добавить немного молотого перца для пикантного вкуса и аромата. Конечно, вместе с перцем вы также можете добавить любимые ваши приправы и специи, итальянские травы, прованские травы, сушеную петрушку, укроп, все, что вам нравится и все, что вы любите. Чем больше специй вы добавите, тем более яркий вкус получится у капусты. Капуста уже постояла, стала мягкой. Теперь берем дуршлаг и сливаем с капусты лишнюю воду, а саму капусту откидываем на дуршлаг. Как видите, дорогие мои, капусту я даже не отжимаю от лишней влаги, просто сливаем воду, этого будет достаточно для этого рецепта. И заливаем капусту яйцом, смешанным с картофелем. Все, мои хорошие, это и будет тесто. Осталось только все хорошо перемешать. Этот рецепт просто чудесный и потрясающий. Здесь нет ни грамма муки, ничего лишнего. И вы можете приготовить его в разных вариациях, добавляя одни либо другие ингредиенты, взаимозаменяя одно другим. И у вас всегда будет получаться разный и очень интересный вкус. Теперь я беру пару зубчиков чеснока. И вот таким вот образом чеснок можно раздавить ножом. Просто накрываю зубчик лезвием широкого ножа, придавливаю, и получается вот такая красота. И все уже практически готово. Я разогреваю сковороду, наливаю растительное масло и выкладываю в горячее масло зубчики чеснока, которые мы с вами только что раздавили. Выкладываю чеснок в горячее масло и обжариваю с 2 сторон до золотистого цвета. Обжаренный чеснок удаляю из сковороды, он нам больше не понадобится, но вы, конечно, можете съесть его в прикуску с любыми блюдами или даже с этим вкуснейшим пирогом.
Жареный чеснок не только вкусный, но и полезный. При обжарке он не теряет своих полезных свойств, но в нем активируются другие вещества, которые также полезны для организма и усваиваются уже по-другому. Кстати, растительное масло вы можете заменить оливковым, если вы действительно заботитесь о своем здоровье. Но это уже на ваше усмотрение и по вашему желанию, конечно же, дорогие мои. А я выкладываю в сковороду капустную массу. И вот так вот равномерно ложкой или лопаточкой все хорошенько распределяем по сковороде. Любимые мои, я очень рада поближе познакомиться с каждым из вас. С каждым днем подписчиков становится все больше, и я вас прошу, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, напишите, из какого города или из какой страны вы меня смотрите. Для меня очень трогательно и приятно, что наш канал «Готовим дома» смотрят со всего мира. Спасибо каждому из вас. Пока обжаривается наша капустная основа, обжариваем ее до золотистой корочки около 5-7 минут на небольшом огне. Тем временем нарезаем 1 или 2 помидора вот такими вот ломтиками. Готово. Также я возьму кусочек сыра, грамм 100-150 будет более чем достаточно. Сыр натираем на крупной терке. И, как известно, чем больше сыра, тем вкуснее. Мое любимое выражение: кашу маслом никогда не испортишь. Можете брать любой твердый сыр, главное, чтобы он легко и хорошо плавился. И последнее, что мне осталось сделать, это нарезать небольшой пучок зеленого лука. Вместо зеленого лука вы можете взять любую другую зелень. Это может быть укроп, может быть петрушка. Опять же, на ваше усмотрение, друзья. И наша пицца из капусты уже практически готова. Накрываем сковородку крышкой или прикрываем тарелкой. И вуаля! Готово. Аккуратненько переворачиваем. Опа! Посмотрите, вот такая красота, можете подрумянить посильнее или поменьше, по вашему желанию. Главное, что пицца отлично держит форму. Аккуратненько смазываем сковородку маслом. Слейте с пирога жидкость, это обычное яйцо, и оно очень быстро схватится. Посмотрите. И сверху на яйцо просто выкладываем нашу капустную лепешку. Опа! Все готово, друзья, все очень быстро и просто. Аккуратненько подровняйте краешки, пройдитесь по краю лопаточкой. Также можем подлить немного растительного масла, чтобы пицца хорошо зарумянилась с нижней стороны. Продолжаем готовить пиццу из капусты на среднем огне, чтобы она не подгорала. Сверху на пиццу выкладываем пару ложек кетчупа, это может быть томатный соус, томатная паста или просто обычный кетчуп. А также на кетчуп укладываем наши ломтики помидоров. Все готово, друзья, осталось только хорошенько посыпать пиццу сыром, потому что, как говорится, пицца без сыра – деньги на ветер. Ну, это, конечно же, шутка, но сыра точно не жалейте. Сверху посыпаем пиццу зеленым лучком и оставляем еще буквально на 5-7 минут, чтобы пицца полностью дошла до готовности, лучше под крышкой. Друзья, а я уже просто не могу дождаться, чтобы поскорее попробовать эту вкуснейшую пиццу из капусты. Абсолютно без муки, готовится очень быстро и просто. Запах стоит на кухне просто потрясающий. Уже вся семья скорее не с нетерпением ждет, когда мы сядем за стол и будем дегустировать эту вкуснятину. Только посмотрите, какая красота получилась. Блюдо выглядит просто потрясающе, очень празднично, нарядно. В общем, я думаю, что с такими вкуснейшими блюдами из капусты можно и диеты полюбить, а не как в том анекдоте. 4 дня просидела на диете, ночью захотела пить. Подошла к холодильнику, а дальше все как в тумане. Очнулась, когда запивала шоколадку борщом. Друзья, чтобы диета была в радость и не была мучением, она должна быть
вкусной, полезной, чтобы здоровье ваше только укреплялось, а настроение улучшалось. Фигура худела, а жизнь радовала, чего я вам всем от всей души желаю, друзья. Только посмотрите, какая аппетитная пицца у нас получилась. Давайте скорее попробуем кусочек. Вот такая красота. Любимые мои, пицца из капусты получилась невероятно вкусной. Она очень вкусная, горяченькая, с пылу с жару. А также ее можно есть и в холодном виде, прекрасно подходит для завтрака, обеда, ужина, перекуса. В любое время дня и ночи вы можете кушать эту пиццу и даже на ночь. Ну, об этом можно только мечтать. Если вам понравился рецепт, поделитесь, пожалуйста, им с друзьями в соцсетях, а также, конечно, ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте подписываться на канал. Напоминаю, что с вами была Олеся на канале Готовим дома. Люблю, целую, жду вас в моем новом вкусном рецепте. Пока-пока и скоро увидимся!